Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, как обычно. И супер крутое событие у нас запустили. Кубики. И здесь можно забрать 4 топовых героев. И здесь у нас есть и Волк, и Гоплит, и Страж Щита. Ну и, конечно же, самый тут такой крутой, наверное, будет это Вождь. Но здесь, наверное, будет не совсем уместно составлять какой-то рейтинг, но в любом случае я сейчас постараюсь вам объяснить и рассказать, кому в том или ином случае отдавать приоритет при выборе из этих вот 4 героев. Герои вообще здесь представлены для разных задач, и нужно понимать, на каком этапе развития вашего аккаунта вы находитесь. Все зависит по большому счету именно от этого. И нужно понимать, для каких задач тот или иной герой используется. Ну, я сейчас постараюсь все объяснить. Заходите в группы, ссылка есть внизу в комментарии, также есть наверху в описании. В этой группе, которую сейчас вы видите, здесь розыгрыш у нас проводится, поэтому заходите, всех жду, вход свободный. Здесь прям большая такая база знаний собрана и чат есть. Группа потихонечку, медленно, но верно растет, поэтому заходите, принимайте участие, всех жду, там постоянно что-то обсуждаем и так далее. Также можно зайти еще и вот сюда. Кому удобно пользоваться, можно здесь. Также есть чат. Если вы хотите вступить в чат, то напишите мне в личные сообщения, и я вас добавлю. Итак, ну давайте по порядку. По порядку с кого начнем? Давайте начнем, наверное, с Волка. Волк у нас нужен для чего? Он у нас нужен для прохождения башни, естественно. Это его прям приоритетное такое направление, но будьте готовы к тому, что за Волка будет первое время тяжеловато играть, потому что его нужно раскачивать, ему нужно делать обязательно 140 уровень, чтобы на здоровье запас был намного больше. И он живучий, он очень сильно живучий, у него хорошие показатели перезарядки, но в башне это все порезано до 40%. Но за счет того, что у него есть вот этот отхил в скиллах, это все можно посмотреть, у него исцеляется, видите, на 10% от максимального здоровья. То есть у него все взаимосвязано, да как и у всех остальных. Он, получается, нужен для башни. Можно проходить кошмар, можно проходить арену, ну и обычные простые главы, вот эти сложные, тоже можно проходить. Хорошее глобальное усиление, поэтому если вы, допустим, находитесь на таком этапе, что вот тяжеловато вам башню проходить, то можете забрать его. Он в этом плане вам поможет. Дальше. Дальше. Давайте про кого? Давайте про Гоплита. Гоплит, наверное, здесь самый простой в том плане, то что у него нет особо никаких там направлений, то есть он нам с вами нужен только для глобального усиления. У него глобальное усиление 1-1 в кузнице, добавляется множитель к урону. И в какой-то момент игры многие ребята, у которых героев полно, бывает такое, что у кого-то нет темного паладина, у кого-то нет гоплита. И вот прекрасная возможность есть для того, чтобы гоплита забрать. Ну и в целом-то по нему и все. То есть он хорош и полезен только в том плане, то что он усиливает общую картину вашего аккаунта в целом. Дальше. Страж Щита. Это машина. Это прям вообще супер крутой герой. Но крутым он будет ровно до тех пор, пока вы проходите кошмар. Он прощает ошибки, позволяет ошибаться. В легкую он может пройти 202 и не только. Он может вообще в целом просто вот весь кошмар он пробегает. Я помню, когда мы находились на этапе прохождения кошмара, ребята играли щитом. У меня щита не было на тот момент. Я играл за Варлока, за Чернокнижника и за Темного Паладина. И честно вам скажу, без щита
я справлялся без проблем. У меня все получалось, да, там были какие-то моменты, где я немножечко застревал там на недолгий промежуток времени, и вот эту связку я использовал чернокнижник плюс темный паладин. И если у вас нет альтернативы, если вот, ну, не за кого играть и проходить кошмар, то стража забирайте, он и без кузницы там вполне себе может спокойно все разносить в пух и прах. Ну и вождь. Это культовый герой, он знаменит тем, что он является королем большинства режимов. Естественно, он нужен в PvP, он нужен для битвы с боссом, там тоже хороший результат он выдает. Также можно и арену с легкостью проходить, используя его, но учитывайте, что нужна раскачка. Нужна раскачка, нужно его прокачивать, нужно обязательно выводить ему кузницу в плюс, в full, в эво, и вот только тогда, вот только в этот момент он у вас заиграет. Но есть куча нюансов, есть множество моментов, которые стоит учитывать. И хоть я и сказал, что рейтинг не совсем уместно здесь составлять, давайте все же попробуем этот рейтинг сделать. На 4 место, вот прям в самую последнюю очередь, я бы поставил все-таки Стража Щита. У него, конечно, хорошие там и глобальные усиления, они там на броню ориентированы. Но тем не менее, щит это не тот самый герой, как бы без которого будет вам сложно. Даже если вы потом его откроете, вы в любом случае просто не будете за него играть, потому что если у вас будет волк, волк по факту вам заменит щита в большинстве режимов. Он и заменит и в башне, отлично подойдет, и в кошмаре он отлично подойдет, поэтому тут как бы вот если конкретно из этих двух, волк и щит, я бы выбрал волка. Поэтому вот щита я отправляю на последнее место, на 4. То есть его стараемся забирать последним. Дальше, следующий кто у нас будет? Ой, ну, наверное, давайте поставим гоплита, потому что гоплит это по факту вот открыть и забыть. Вот мы его открыли, попробовали, поигрались, посмотрели, как это все работает. Ну и в целом-то и все. Но глобальное усиление в 1.1, оно очень нужно. Я его ставлю на 3 место только из-за того, что он ни в каких режимах он себя не проявляет. Обычные сложные главы вы пройдете, и все, на этом вы остановитесь. На 2 место я бы поставил... Ну да, тут без вариантов. На 2 место я бы поставил волка. Объясню почему. Волк он неплохой. Но вам будет тяжеловато в том плане, потому что у него... Из-за того, что у него урона маловато, и в башне, если вы будете за волка играть, то... Ну, сразу говорю, сразу предупреждаю, что это будет очень нудно. Он медленно справляется с мобами, но тем не менее за счет живучести вот он там просто вот фактически как будто бы становится неуязвимым. Но опять же нужна прокачка. Ну и естественно на 1 место у нас вылетает вождь. Даже если вы находитесь на начальном этапе игры, в любом случае это будет инвестиция в перспективу. Вождь вам обязательно пригодится. И пока есть возможность его открыть, я думаю, что не стоит ее упускать. Ну, понятное дело, что рано или поздно вы его откроете потом в других событиях. Но вдруг он, допустим, там не будет выпадать или еще что-нибудь. И вот сколько еще ждать вот эти кубы, неизвестно. Поэтому давайте, наверное, лучше сделаем так, что вождя мы будем забирать в первую очередь, даже если слабый аккаунт, даже если вы будете понимать, что он у вас пока что и толком и не играет, и нет у вас урона, но вы хотя бы будете спокойны в том плане, то что вождь у вас есть,
И в целом вы уже к этому моменту будете готовы, потому что вы там и мифическое снаряжение, скорее всего, быстро соберете в зависимости от того, как часто вы играете и сколько забегов вы делаете. И, в общем-то, да, в общем-то, вождь, он у вас будет здесь в приоритете, и не слушайте никого, кто говорит, что не надо его брать. Нет, если вождя нет, надо его забрать. Вождь должен быть у всех. Потому что вам надо будет играть и в ПВП, вам и битва с боссом нужна будет, и да что угодно можете проходить, но единственное, что будет тяжело. А так вы его заберете, он у вас будет, и все, и вы считаете уже готовы. Оп, а он и есть у вас. Так, ну что тут еще добавить? Да я думаю, что в целом-то и все. Обзоры на всех этих героев, они есть. Кому интересно, пожалуйста, ищите там в плейлистах, все это можно посмотреть. По вождю вообще там 2 больших ролика есть, которые можно увидеть. Ну, я думаю, что информацию вы всю наберете, все можно найти, обсудить. Пожалуйста, пишите, заходите в чат и будем обсуждать, кому надо. Так, ну я думаю, что все. На этом все. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами был Импреза.